Привет, мои дорогие! С вами Анна Тюмерова. Мы с вами продолжаем творить. Я предлагаю в этом мастер-классе сделать колокольчик на 1 сентября. Делается он очень легко, поэтому обязательно присоединяйтесь, делайте его вместе со мной. И вот такой вот колокольчик мы с вами сотворим в этом мастер-классе. Для начала я беру бутылку и начинаю ее отрезать. Стараюсь отрезать достаточно ровный край. Длина сейчас моей заготовки 13 сантиметров. Теперь на этой основе я и буду делать сам колокольчик. Далее беру лист формата А3 и из этого формата делаю кулечек. При том, что кулечек я делаю достаточно широкий. Мне не нужно, чтобы он доходил до самого конца. Из этого кулька нужно создать переход, плавный такой от бутылочки в разные стороны. Чем больше вы хотите сделать переход, тем больше кулечек по размеру у вас должен получиться. Я определяюсь с расстоянием этого кулька для того, чтобы создать красивые поля этому колокольчику. И после того, как я определилась, фиксирую его скотчем, чтобы он у меня уже больше не расходился. И стоял на том уровне, на котором меня устраивает. Здесь мы можем часть бумаги отрезать. Вот так вот у нас с вами будет фиксироваться этот кулечек. Для того, чтобы его зафиксировать, по краям я его немножко разрезаю. И после этого эти надрезы мне нужно будет зафиксировать внутрь этой бутылочки. Теперь этот кулечек я ставлю вот таким образом. И на бутылочку по самому краю в нескольких местах капаю клей. Клей не перегреваю, чтобы он не плавил бутылочку. Главное зафиксировать этот картон на этой бутылочке. Жду, пока клей зафиксируется и картонка у нас зафиксируется на этой бутылке. После того, как клей скрепился, я отмеряю 4 сантиметра по самому краю. И на расстоянии этих 4 сантиметров нам нужно эту бумагу отрезать. Получается вот такая основа. Теперь я беру кусочек пенопласта, он у меня диаметром 7 сантиметров. Он у меня прекрасно умещается в эту основу, при том, что умещается примерно по той линии, по которой мы приклеивали с вами бумагу. Этот пеноплекс мне нужно обернуть гофрированной бумагой. Получается такая основа, которую я буду вставлять внутрь вот таким образом. Теперь я беру гофрированную бумагу золотисто-зеленого цвета. Она у меня шириной 19 сантиметров и длиной 26 сантиметров. Мне нужен будет такой кусочек для того, чтобы обернуть колокольчик. Складываю я ее вот таким образом. По краю наношу термоклей и фиксирую два края друг с другом. Если есть не проклеенный край, то этот край мы либо приклеиваем дополнительно, либо отрезаем. И получается так, что шва практически не видно. Эту основу мы с вами будем одевать на колокольчик. К низу я немножко его растягиваю, так, чтобы на купол он у нас хорошо наделся. И надеваю на этот колокольчик. Здесь он у меня достаточно плотненько ложится, а внизу будет хорошо растягиваться. Теперь с этой стороны я вот так вот полосочкой изнутри наношу термоклей и буду фиксировать. Хорошенько вот так вот все присбариваю, прижимаю плотненько, чтобы клей зафиксировался, чтобы колокольчик был красивый и переход сверху у нас был аккуратненький. Снизу чуть-чуть растягиваю так, чтобы переход в сторону у нас не прижимался. И теперь оставшуюся часть нужно загнуть во внутреннюю сторону. Для того, чтобы все хорошенько зафиксировать, я сразу буду приклеивать эту бумагу на термоклей. Наношу вот так вот термоклей и быстренько загибаю вовнутрь. И получается вот такая основа колокольчика для нашей композиции. Теперь после того, как я здесь приклеила гофрированную бумагу, я беру основу. Для того, чтобы скрыть эту белую полосу, я беру кусочек гофрированной бумаги зеленого цвета, шириной 13 сантиметров и длиной 23. Его точно так же склеиваю в виде цилиндра и обклеиваю всю внутреннюю сторону самого колокольчика. Делаю это для того, чтобы было удобно вставлять туда любой цветок. Если цветочки маленькие, то можно этого не делать, и основу из пенопласта, который мы будем приклеивать более поверхностно. А если вы боитесь того, что у вас здесь будет все видно, и основу нужно будет вставлять немножко глубже для того, чтобы вставить большие цветы, например, розу, то лучше сделать вот таким образом, потому что сама основа пенопласта у нас будет вставляться гораздо глубже. Вот так вот я обклеиваю сейчас изнутри. Здесь, в принципе, не имеет значения, каким именно образом вы обклеите. Главное, чтобы был небольшой такой зеленый туннельчик. И теперь внутрь прямо этого туннельчика, прямо в самую глубь, я вставляю основу. На нее наношу термоклей и вставляю прямо в самую глубь. Так, чтобы можно было сюда вставить любой цветок. После этого беру розу, которую мы с вами делали совсем недавно, вот такую вот махровую розу. Мастер-класс по этой розе вы можете найти на моем канале. И эту розу мне нужно обернуть фетром. Беру кусочки фетра 10 на 10 сантиметров и оборачиваю эту розу.
Можно здесь создать больший объем, не просто такой маленький объем, как мы это делаем обычно, а немножко попышнее и добавить еще несколько кусочков фетра. И вот эту розу я буду вставлять в колокольчик. Беру сам колокольчик и по самому центру в основу пенопласт я вставляю розу. Вставила цветок в основу, он у меня на 3 сантиметра длиннее, чем сама основа. Теперь нужно задекорировать сам колокольчик и вокруг этого цветка. Беру кусочки фетра и этими кусочками делаю небольшие такие фунтики. И этими фунтиками я буду декорировать сейчас все промежутки между цветком и основой. Наношу термоклей и приклеиваю фунтик вот так вот к основе. У меня получается сейчас вот такой край из фетра. Теперь я его задекорирую листьями. Для этого беру листья винограда. В этот раз я беру вот такие зеленые листочки. И этими зелеными листьями буду декорировать край. На листочек наношу термоклей и по самому краю приклеиваю листочек. Здесь можно взять листья винограда, кленовые листья тоже будут очень хорошо смотреться. То, что у вас ассоциируется с осенью и с 1 сентябрем. Приклеиваю их так немножко разнообразно, чтобы не было просто плоской линии из листьев, а пусть они немножко у меня загибаются так, как удобно. Для того, чтобы этот букетик смотрелся более изысканно, а не так простенько, я сюда решила добавить вот такие оранжевые цветы и желтые ягодки. Цветы я просто буду отрезать на отдельные цветочки и буду добавлять их между зеленью в этот букет. А ягодки я беру по 2 штучки из пучка, соединяю их друг с другом, вот таким образом немножко перекручиваю и делаю вот такие пучки. Теперь эти ягодки и цветочки я буду приклеивать к букету. К самому низу на пучок я наношу термоклей и приклеиваю между фунтиками, которые я делаю из фетра. Приклеиваю ягодки так, чтобы сбоку они тоже немножко виднелись. Это добавит яркости букету со стороны. Приклеиваю их столько, сколько мне нравится, чтобы это смотрелось достаточно гармонично и изысканно. Желтые ягодки добавляют яркость этому букету, сочность этому букету и осеннего настроения. С ягодками наш букет уже смотрится вот таким образом. Если вдруг надо какие-то ягодки поправить, то мы их поправляем, распределяем в том направлении, в котором нужно. Дальше я добавляю цветы между этими ягодками. И при желании, если вам нужна еще какая-то зелень, ее тоже можно добавить. И еще сюда добавлю немножко листочков уже между цветами, чтобы добавить чуточку зелени по сторонам от розы и цветов. Теперь добавлю еще чуточку зелени между цветами, между самой основной розой и этими желтыми и оранжевыми ягодками и цветочками. Вот такой букетик получается снизу, его можно вот таким образом поставить и будет такой колокольчик. Но для того, чтобы этот колокольчик снаружи был тоже более эффектный, стоит его немножко задекорировать. В первую очередь я буду декорировать переход от самого колокольчика к букету. Для этого беру золотую ленту, у меня вот такая золотая косичка, и именно этой косичкой я и буду декорировать переход. По самому низу наношу термоклей и приклеиваю ленточку, и уже становится гораздо интереснее. Теперь давайте обработаем верхнюю часть колокольчика, чтобы он тоже был красивый. Беру палочки для шариков и нарезаю их длиной 12 сантиметров. Мне таких палочек нужно будет 9 штук. Эти палочки мне нужно склеить друг с другом, поэтому ставлю их вертикально так, чтобы они были абсолютно ровные по самому верху. И обматываю все скотчем. Скотчем мне главное сейчас их просто зафиксировать, чтобы они уже не ерзали и держались. Получается сейчас вот такая основа. Именно эта основа и будет ручкой нашему колокольчику. Вставлять я его буду вот таким образом. Но до того, как я его буду вставлять, нам нужно обернуть его золотой гофрированной бумагой. И золотую бумагу я беру из той же самой бумаги с переходом, которую мы с вами использовали для колокольчика. Из этой бумаги отрезаю полоску примерно 1,5-2 сантиметра, именно золотого цвета. И этой полоской сейчас буду оборачивать основу. Начинаю оборачивать сверху этой ручки, так чтобы сначала красиво сделать верх ручки, а потом уже перейду на саму ручку в целом. И обматываю всю ручку. Теперь по самому низу этой ручки обильно наношу термоклей, очень-очень обильно, на самый конец и по краям. И эту ручку вставляю в этот колокольчик. Лишний клей можно убрать или плавненько перевести его от горлышка к этой ручке. Главное, не трогайте, пока он горячий, дождитесь, пока клей немножко застынет. Давайте задекорируем здесь еще цветочками. И наш колокольчик практически будет готов. В самом низу эту беленькую полосочку я убираю, чтобы не было ничего лишнего. Беру снова золотую ленту
И на переходе от колокольчика к ручке я начинаю приклеивать эту косичку золотую. Таким образом я спрячу шов между колокольчиком и ручкой. После того, как я сделала первый круг, я перехожу на следующий. И здесь я уже плавненько перехожу на саму ручку. И конец аккуратненько склеиваю так, чтобы его практически не было видно. Получается вот такой аккуратненький переход. И в самом конце здесь тоже можно сделать небольшую косичку, для того, чтобы это было немножко эффектнее. Беру также кусочек фетра 10 на 10 сантиметров, складываю его в виде фунтика, немножко сгибаю, чтобы он был более волнистый, немножко отрезаю лишний край, чтобы он был не такой длинный, и приклеиваю на переход между ручкой и колокольчиком. Точно такой же делаю с другой стороны. И получается вот такая основа для декора. И его я декорирую цветочками и ягодками. Не забываем сюда еще добавить немножко зелени. Сейчас получается вот так, и осталось сюда добавить какой-нибудь цветочек побольше. Так как у нас по центру вот такой цветочек, предлагаю сюда же из гофрированной бумаги сделать маленькую розочку, и именно эту маленькую розочку добавить сюда по центру. И небольшие листочки. Вот такой вот цветочек, он у меня диаметром 4 сантиметра, именно его я сейчас и буду приклеивать. Беру основу, в самый низ наношу термоклей и приклеиваю этот цветок прямо в середку. И по верху и по низу я добавляю еще немножко листочков для дополнительного декора. Рядом с ягодками добавлю еще цветочек, и все. Верх колокольчика готов, и вообще весь колокольчик у нас с вами готов. Вот такой колокольчик у нас с вами получился. Очень надеюсь, что он понравится вашей учительнице и вашему ребенку, для которого вы его делаете. Я же с вами прощаюсь. Встретимся в следующих мастер-классах. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока.